Всем привет! У нас сегодня 23-й выпуск, и тема этого выпуска — наследие Рун. Чтение с комментариями Ральфа Блюма. Не знаю, как вам, дорогие мои зрители, но мне эти чтения нравятся. Я скажу, почему они мне нравятся. Во-первых, я освежаю свою первую книгу по рунам, потому что я уже говорил, что это первая книга, которую я открыл. И почему я ее открыл, почему она меня захватила, я уже тоже говорил. Она способствовала моему такому постепенному переходу из христианства в северную традицию. Поэтому, если кто-то из христиан, кто, приверженец христианской веры, но там не находит ответы на свои вопросы и хочет перейти в северную традицию и познать руническую магию, потому что северная традиция без рунической магии как-то вот они не состыковываются, да, вот если северная традиция, если будем говорить направление одинизма, да, или принятие и призыв северных богов, то, соответственно, и руны вам в помощь, потому что боги изначально, Один изначально дал руны. Вот эти половинчатые вещи, они как бы чреваты, они не очень желательны. То есть эта определенность, она должна быть или там, или там. Ну, об этом можно говорить очень много, и самое интересное вот в чем, как на мой взгляд, что на самом деле вот северной традиции или, будем говорить, скандинавские народы, когда стали навязывать христианство, точно так же, как оно навязывалось всем остальным народам, наверное, меньше всего было, будем так говорить, гонений на язычников, если так хотите, на тех, кто поклонялся одинизму. Потому что в самой северной традиции присутствует в скандинавском мировоззрении есть такая вот некая лояльность. То есть основной принцип — это твоя воля есть. То есть ты можешь верить в кого угодно. Важно, чтобы ты был честен перед самим собой и был последовательным, то есть не шатался. Если ты уже веришь в Христа, то верь в Христа. Это твое право. Если ты веришь Одину, значит верь Одину. Ну и, соответственно, ты призываешь того Бога, кого ты считаешь. Ну, а естественно, если мы смотрим на это в современном понимании, убираем некую мистификацию, как и, будем говорить, в христианстве, если убрать лишнюю мистификацию, то, в принципе, там чистая магия. Если вы пойдете в ту же самую православную церковь, вы можете увидеть наглядно магические обряды, просто они называются немножко по-другому. Но там чистая магия. Ну, об этом, опять же, не в этом выпуске. Будет интересно, может, расскажу. А вот скандинавской или северной традиции, как мы ее называем, скандинавская последовательность, пантеон северных богов, это в первую очередь в некотором смысле разнообразие того, что и понимание того, что Один или боги, которых почитают или признают, ну, как бы пантеоном, да, то есть признают богами, они были людьми. То есть они достигли своим духовным развитием, духовным совершенствованием уровня богов. То есть у них появилась определенная сила или определенная, будем так говорить, энергетика, которая могла их вывести в понимание божественности. Это нам подсказывает, что, в принципе, и мы достижимы, мы можем достигнуть этого. Но есть определенные условия, стремления и желания не просто вот махнул палочкой или прочитал заклятие и достиг того, что ты хочешь, а на самом деле это определенный труд над собой. Ну и перед тем, как мы начнем читать, добавлю еще такую вещь, что постигая руны, вы можете постигнуть их глубину только тогда, когда вы
измените свое сознание, измените свое отношение, измените свое мировоззрение, измените себя изнутри. И познание рун открывает, в первую очередь, познание самого себя. И это не простые там какие-то слова, заезженные новыми течениями или какой-то религиозностью, а это в первую очередь опыт. Потому что руны открываются только тем, кто в них вникает. А на самом деле руны это является отражением энергетики. И древние записали эти руны в наследие Одину для того, чтобы познать самого себя. Добрый вечер, Алиса. Познавая себя, ты познаешь руны. Вот так вот. Другого способа нету. То есть я знаю руны, а себя я не знаю, так не работает. Руны не открываются. Сказать, что они какие-то страшные, или как многие боятся рунической магии, на самом деле страх заключается в чем? В том, что руны или энергия рун раскрывает самого человека. Поэтому страх заключается не в страхе рун, если нету какой-то определенной догматики, христианской особенно. А страх заключается в познании самого себя. Поэтому узнать себя это всегда страшит, это всегда составляет определенную опасность. Потому что, как я уже говорил, с этим нужно что-то делать. Ну что, мы тогда начинаем чтение. У нас сегодня тема наследие рун. Пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вы знаете традиционное приглашение. Оно не может не иметь основания, потому что если вам это нравится, значит вы будете получать больше этих видео. Если вы поставите дизлайк, вы это видео или подобное не будете получать. Поэтому это скорее всего для вас, а не для меня. А подписка, она необходима для того, чтобы я понимал, что есть люди, которые хотят такой материал, это вдохновляет автора давать еще более этот материал, делиться этими знаниями. А поставить все уведомления вы просто не пропустите новые видео, если вам действительно интересно. Поэтому здесь все на доброй воле. Здесь никто никого не принуждает. Я просто напоминаю, вдруг если вы забыли. Наследие рун. Семя Господне внутри нас. Из семени груши, сейчас я чуть увеличу, есть такая функция здесь, из семени груши. Семя Господне внутри нас, из семени груши вырастет грушевое дерево, а из семени ореха вырастет ореховый куст. Бог же порождает Бога. Майстер Экхарт. Здесь, знаете как, здесь есть один момент. Если вы помните мифологию, то человека создал Один. Например, по мифологии. Когда создавали Один, Вотан, Ладур и В, как три бога, да, создавали, то они создали людей из деревьев. Женщину из груши, а мужчину из ясеня. Вот. Здесь ореха, да. По некоторым преданиям вроде как с ореха, да. Но на самом деле из ясеня, как мифология говорит. Поэтому в какой-то степени груша вырастает грушевое дерево из семени груша, а из семени ореха вырастает ореховый куст. Бог же порождает Бога. То есть внутри нас есть семя. Кстати, семя Господне, если вы помните Фрей и Фрея, они называют в переводе с скандинавского господин и госпожа. Поэтому если у вас есть семя божественного, да, или семя господствующего, да, языческое какое высказывание? Бог в нас. Согласен. Алиса написала. Поэтому то, что у нас внутри, мы взращиваем сами. Поэтому Бог же порождает Бога. Замечательная фраза, и она имеет глубокий смысл, особенно касающийся наследия рун. Заключительная часть этой книги единственная, в которой вы по-настоящему нуждаетесь.
по всей видимости, в ней и в вашем комплекте рунических камней. По-прежнему я сторонник рун из дерева по той простой причине, что они той же молекулярной структуры, что и человек. В человеке каменного очень мало, минералов очень мало. В основном это углерод. Вот. Поэтому дерево и углерод, если мы берем, опять же, мифологию, мы перед этим говорили, человек был создан женщиной из груши, мужчина из ясеня, то опять же, здесь мы иносказание понимаем, что мы были созданы из определенных составляющих, которые более всего подходят. Поэтому здесь символизм, кстати, очень глубинный символизм, особенно если разбираешься в породах дерева и понимаешь ихнее функционирование. Кстати, у меня есть исследование на эту тему, кому будет интересно, спрашивайте. Есть, кстати, комплект рун, по-прежнему, кому интересно, на разных породах тоже. То есть это серьезное исследование и результат. Для того, чтобы изучать руны, естественно, нужны комплект рун. То есть, особенно если делать какие-то гадания. Изучать руны, естественно, нужно иметь свои руны. Например, у меня на курсе каждый из слушателей, из учеников режет руны сам. Поэтому получается, после прохождения активации, обучения у меня на курсе, у них есть свой собственно сделанный комплект рун. Чтобы получить доступ к древней тайне, нужно чем-то поступиться. Как писал суфийский поэт Руми, позволим красоте, в которой мы влюблены, стать тем, что мы делаем. Есть сотни способов пасть на колени, поцеловать землю. Мудрое высказывание, но на самом деле, если мы посмотрим это сквозь призму понимания сути рунической энергии, рунической магии, именно вот с этой призмы, то пасть на колени и поцеловать землю — это не какое-то, знаете как, поклонничество или еще что-то, а это то, что нас соединяет, опять же, контекст, то, что нас соединяет с тем, из чего мы состоим. Понимаете, пасть на колени — это не значит преклониться, это значит признать или соединиться. Потому что поклон — это клониться, приближаться. Если мы вдумаемся в смысл слова, корень, клониться, приближаться, понимаете? Заземляться, укореняться. Вот такие вот вещи, о которых стоит подумать. И чтобы получить доступ к древней тайне, нужно чем-то поступиться. Поступиться своим старым убеждениям. Потому что переступить через убеждение и не переступив через убеждение, не отказавшись от своих старых закостенелых убеждений, получить новое невозможно. И путь к рунам — это освобождение от старых убеждений. Поэтому да, нужно чем-то поступиться. Вообразите себе огромное и таинственное поле, на котором находится некий Стоунхендж. Стоунхендж. Оно, это поле, раскинулось среди льдов, высоко над устьем дикого фьорда. Из тумана проступает круг массивных, обветренных камней, поросших желтым лишайником. В середине каждого камня глубоко вырезаны знаки, и кажется, будто они дрожат, трепещут над волнами ковыля. В самом центре круга, тронутый первыми лучами восходящего солнца, одиноко высится белый камень. Бессмысленно, но исполненный глубочайшего смысла, судя всему, что приходит и уходит. Ну, во-первых, камни, которые называли алтарем, это камень, на который символично в ритуальной магии кладется самое сокровенное и самое сильное.
И этот камень является неким сердцем ритуала. Поэтому, если мы переведем на символизм, как происходит ритуал в магии, ритуал происходит в том, что мы на алтарь, то есть на наше сердце, кладем наше сокровенное, которое имеет определенный смысл. Вот как бы в двух словах суть ритуальной магии изначально. Кто имеет уши, да услышит, кто имеет мудрость, тот поймет. Поэтому лишен ли он смысла? Лишен смысла для нас. Для нас, как для людей современных, которые не понимают всю сокровенность ритуальных предметов, которые достались нам из древности. Я имею в виду тот же самый Стоунхендж. А все эти вещи, все эти моменты, которые мы наблюдаем, мы не будем сейчас вступать в такую некую дискуссию, что было ли на самом Стоунхендж на самом деле или нет, что есть разные разоблачения даже в этом направлении. Я не об этом. Я хотел сказать, что когда кто-то выбирал из магов или из ведьм, выбирал камень как алтарь, то вдумайтесь в сам символизм. Камень – символ каменного сердца. Он всегда был в центре любого капища, любого языческого ритуалистики. И это сердце ложилось на алтарь пред богами, которые могли быть изображены в виде истуканов, или в виде каких-то столбов, или каких-то других знаков. Но на самом деле этот символизм необходим был для того, чтобы усилить этот эффект. Потому что маг или тот, кто совершал обрядность, он понимал всю глубинность смысла. Да? Ведь каменный алтарь, он не всегда мог быть каменным, он мог быть и деревянным. Или это мог быть стол, который определялся как алтарь. Но суть от этого не меняется. Древние находили камень на открытом воздухе, окружали его определенной атрибутикой, определенной защитой, которая имела глубинный смысл, который для современного человека непонятен. А на самом деле все процессы происходят внутри человека, а не в обрядности и вовне. Вот в чем вопрос. Поэтому мы можем смело сказать, что камни, которые именуются алтарями в древности, это символизм каменного сердца человеческого, которое не имеет той силы, которую имеют боги, не имеет той власти, которую имеют боги. Это закостенелое сердце непонимания. Сердце – это всегда был смысл знаний. Да? Не эмоций, не чувств, а смысл знаний. Поэтому, не понимая до конца эти вещи, естественно, пошли такие интерпретации. А когда на алтарь, то есть на сердце, на каменное сердце человеческое ложится сокровенное, то это или приносятся определенные жертвы, да, то это и говорит, что это не богам приносишь жертву, не кому-то там приносишь жертву, ты приносишь себе. Возьмем историю жертвенника того же самого Израиля. Помните, что принесенная жертва, она некоторая сжигалась, а некоторая частично сжигалась. И часть запеченного того же мяса жертвенного ели левиты. Помните? Или часть нужно было съесть. Да? Вот вопрос. Для кого приносили жертвы? Для богов или для человека? И всегда был некий символизм. Смотрите на это символично. Камни – это эти суть, ориентиры, оставленные воинами духа, служителями цивилизации. Не умолкли голоса древних, возносивших мольбы сотни лет, прошли с той поры. Голоса, некогда говорившие с другими, ныне вновь шепчут
свои слова нам, как услышать их. Все, что вам необходимо, это уважать свою собственную сущность и добиться внутреннего безмолвия, чтобы услышать себя в первую очередь. Потому что древние шепчут в нас. Потому что в нас остается, в нас самих есть и заложенное знание древних, кто есть мы сами, да, и через ДНК тела поколений рода, да, поколений наших древних предков. Все, что вам необходимо, это уважать свою собственную сущность, добиться внутреннего безмолвия. Внутреннее безмолвие – это особое состояние, при котором начинаешь слушать все вокруг. Это потрясающая вещь, потому что тишина говорит. В конце концов, при обращении к рунам во всех случаях достаточно одного единственного вопроса, самой простой просьбы. Покажи, что следует мне знать о своей жизни именно сейчас. Вот такая вот интересная сегодня какого-то маленький разбор. Также здесь изображен камень, рунический, фотография. Рунический камень работы знаменитого резчика Беле Варфрукира, Упланд, Швеция. В принципе, мы закончили. Сегодня получилось коротко. Ну, можно было бы сегодня и начать руну Манас, но это как бы уже будет не тематично. Ну и кроме этого, чуть полегче сегодня запись. Где мы задерживаемся, где мы заканчиваем ранее. Следующий выпуск мы начнем интерпретацию рун. И первая руна по тому, как предлагает нам знакомиться Ральф Блюм, это руна Манас, руна Эго. Поэтому завтра в 18:00 я вас жду снова в прямом эфире. И мы будем рассуждать, читать с комментариями руну Манас, где я дам свой комментарий, свое понимание руны Манас. Поэтому нас ждет 24 в ближайшее время встречи, даже 25 как минимум, где мы будем постепенно разбирать руны. Приглашаю всех. Кто не подписан, подписывайтесь обязательно. Ставьте на все уведомления, чтобы не пропустить новые видео. До скорой встречи. Всего вам доброго. Пока.